С конца осени и до начала весны сезон квашения капусты. Сегодня я расскажу вам про капустные пелюстки. Особенный способ закваски, о котором многие даже не слышали. Это не просто квашеная капуста, а нечто интересное и необычное. В процессе брожения в ней вырабатывается витамин С, делая капусту не только вкусной, но и полезной. Что такое пелюстки и как их приготовить? Все секреты узнаете в конце видео. Нам понадобится только 3 ингредиента: капуста, морковь и соль. Маленькую капусту разрезаем на 4 части, большую на несколько частей. Теперь можно легко удалить кочерышку. Из разрезанной капусты отделяем ломтики размером примерно 10 на 10 сантиметров. Конечно, в зависимости от размера капусты они могут быть разной величины. Эти ломтики убираем в сторону, а оставшуюся капусту нарезаем соломкой. Морковь трем на крупной терке. А теперь подготовленные внутренние ломтики посыпаем солью со всех сторон и слегка их натираем. Теперь на нашинкованную капусту распределяем натертую морковь. Солим так, как если бы вы хотели посолить свой салат. У меня на 3 килограмма капусты без кочерышки ушло примерно 50 грамм соли, в том числе и ту, которую я использовала для ломтиков. Теперь начинаем очень важный процесс. Хорошо разминаем капусту. Это помогает запустить процессы брожения, которые сделают ее вкусной и хрустящей. Важно не торопиться и уделить этому этапу достаточно времени, чтобы капуста стала мягче и впитала соль. Так она лучше заквасится и равномерно созреет. На этом этапе капуста начинает готовиться к закваске. Мы словно помогаем ей проснуться и включить природные процессы брожения. Разминаем капусту тщательно, но аккуратно, распределяя соль и запуская естественные процессы. Она должна стать немного мягче, но при этом сохранить свою структуру. Хорошая квашеная капуста – это всегда немного заботы и терпения. Чем внимательнее мы подойдем к этому этапу, тем вкуснее получится результат. Обратите внимание, капуста изменилась. Она стала нежнее, чуть мягче, но не потеряла свою структуру. Теперь можно переходить к следующему этапу. Начинаем укладывать капусту в чашку, чередуя слои с пелюской. Так она будет правильно ферментироваться и получит насыщенный вкус. Итак, чередуем слой пелюски и слой капусты. Продолжаем аккуратно укладывать нашинкованную капусту в чашку. Выкладываем ингредиенты слоями, чередуя капусту с ломтиками пелюстки, которые придают блюду неповторимую нотку. Такой способ укладки способствует равномерному просаливанию и правильному запуску процесса брожения. Обратите внимание, как аккуратно сформировались слои. Это залог того, что результат получится качественным и вкусным. Накрываем тарелкой или блюдом и ставим пресс. У меня 3-литровая банка с водой. Оставляем для процесса сбраживания на 3 дня. Капусту протыкают каждый день в течение 3 дней, чтобы выпускать лишний углекислый газ, который образуется в процессе брожения. Если этого не делать, газ будет скапливаться внутри, и капуста может приобрести горький или неприятный вкус. Также это помогает равномерному брожению, помогает избежать образования горечи и сохраняет приятный аромат. Для этого можно использовать чистую деревянную палочку или черенок ложки. Вновь накрываем тарелкой, ставим банку и так повторяем 3 дня. На 3-й день капуста готова. Готовую квашеную капусту и пелюстку укладываем в банки.
У меня получилась неполная 3-литровая. Квашеная капуста и пелюстка готовы. Теперь их можно подавать. Пелюстку можно нарезать на несколько ломтиков, добавить квашеную капусту, заправить луком и нерафинированным подсолнечным маслом. Это простое, но очень вкусное блюдо, которое отлично сочетается с любыми гарнирами. А если вы хотите приготовить из этой капусты винегрет, переходите по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные рецепты. Приятного аппетита! И будьте здоровы!